Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня ко мне на коррекцию пришли ноготочки со втиркой. Как вы видели, относились эти ногти идеально, поэтому мы будем с вами делать коррекцию, будем рисовать нечто просто восхитительное. Девочки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, нужны ли вам в начале ролика вот такие спойлеры, что мы будем в этом ролике делать, или они вам не нужны, мне очень интересно почитать ваше мнение. А еще в описании к роликам мы периодически публикуем всякие разные смешные вопросы, загадки, интересные всякие разные происшествия у нас там происходят. Опять же, в целях того, чтобы понять, читает ли кто-нибудь это описание, нужно ли его для вас писать, тратить на это время или не нужно. Кто играет с нами в такие игры? Отзовитесь! Мы же тем временем начинаем подготовку наших ноготков к коррекции. Наша задача осложнена тем, что у клиентки немножечко, совсем чуть-чуть слегка растут вверх ноготки, и один пальчик на руке моя клиентка поломала. Как она сказала, ногти были слишком красивые, и ей этот палец сглазили. Как обычно, мы снимаем материал под наращиванием, мы прорабатываем натуральную ногтевую пластину, взрыхляя ее пилочкой. При помощи апельсиновой палочки отодвигаем кутикулу, расклеиваем все склеечки, которые у нас под ней находятся. Далее при помощи алмазной фрезы вычищаем птыриги с поверхности ногтевой пластины. Здесь внимательно следим за тем, как работает наша фреза, для того, чтобы не пропилить поверхность ноготка. Очень аккуратненько, очень мягкими движениями, не нажимаем на фрезу, держим ее под тем углом, под которым работает именно носик фрезы, а не туловище, потому что туловище будет прогрызать рытвину в ногте. В общем, максимально аккуратненько прорабатываем этот момент для того, чтобы не навредить, потому что именно сейчас мы работаем в самой мягкой, в самой чувствительной части ногтевой пластины, практически возле матрикса. Поэтому любая травма в этом месте может быть чревата довольно-таки большими последствиями, начиная от неровностей в поверхности ногтевой пластины, которые будут долго и нудно отрастать, и кончая травмами самого матрикса, которые уже никогда никак не излечить. Далее по стандартной схеме наносим праймер, он же обезжириватель, он же убирает влагу с поверхности нашей ногтевой пластины, но для влажных ручек все-таки использовать нужно дегидратор, который еще лучше справляется с этим моментом. И обратите внимание, ничего обезжиривать больше не нужно. Мы обезжирили пилочкой, обезжирили праймером, зачем еще наносить 10-й слой обезжиривателя? Далее будем создавать наш ноготочек при помощи акрилатика. В данном случае свой полигель розово-прозрачный материал я смешала с блесточками, получила вот такой вот великолепно восхитительный материал, из которого сразу же на воздух выстраиваю всю длину своих будущих ногтей. Почему я так делаю? Да потому что лень мне подставлять бумажную форму, а полигель с этим справляется как никогда хорошо. Никаким другим материалом у вас не получится вот так вот на воздух довесить полсантиметра длины, а при помощи полигеля это вполне себе возможно. Даже если немножечко не получается с первого раза, как у меня сейчас, я прихватила предыдущий слой и потом на него, на прихваченный, уже докладываю ту длину, которая мне необходима. Все, вот он мой ноготочек готов, ничего больше с ним делать не нужно. Как смешивать материал с блесточками, как красить полигель, мы с вами на канале уже 300-500 раз смотрели. Ничего новенького. Берем сухие блесточки, которые у нас под руками валяются, замешиваем, получаем полигель с блесточками. Сейчас, кстати, много компаний начали производить цветные полиматериалы, всякие разные оттенки, цвета в баночках, в тюбиках. Честно, я не вижу в этом смысла, потому что действительно этот материал покрасить буквально занимает считанные секунды. Покрасить можно чем угодно, поэтому покупать цветной такой материал я, скорее всего, для себя не буду. А вы?
Мы же тем временем справились с выкладкой наших ноготков и переходим к опилу. Берем фрезу и черновой опил производим при помощи фрезы. В данном случае собираем бачка, убираем материал в районе кутикулы, сводим его практически на нет, и нам пилочкой останется буквально-таки пару взмахов для того, чтобы окончательно сформировать нашу архитектуру. Даже больше не сформировать архитектуру, а снять следы от фрезы, чтобы поверхность была максимально ровненькая. Все. Ну а теперь, как обычно, самое интересное, мой любимый, да и ваш, наверное, любимый момент всех моих роликов. Это, конечно же, дизайн ногтей. До этого был нелюбимый, но полезный, а сейчас самый любимый, но совершенно бесполезный, потому что почему-то никто такое не рисует. Где мои отработки по хэштегу, повторю, за Шулуновой? Последнее время я вам не говорю, чтобы вы пытались повторить, не призываю вас для того, чтобы вы хвастались своими работами, и что-то так этот хэштег у нас подзагнулся. Давайте, девчонки, оживим его немножечко, проявим максимальную активность. Итак, сегодня мы с вами будем рисовать цветочки в стиле китайской росписи. Как обычно, на кисточку набираем два оттенка красочки и при помощи буквально одного движения кистью сразу же создаем объемный красивый цветочек. Для того, чтобы работать в этой технике, единственное, что вам необходимо, это, конечно же, косая кисточка, на которую вы будете набирать красочку, конечно же, понимание, как работает кисточка, и, конечно же, материал для этой техники. Не любой материал подходит, потому что здесь нужен хороший, очень пигментированный материал. Как-то очень много всего единственного у нас получилось для того, чтобы работать в этой технике. Но, тем не менее, девочки, как вы понимаете, всему нужно учиться и ко всему нужно подходить с головой. Я вам всегда стараюсь рассказать, какие нюансы нужно учесть для того, чтобы у вас максимально хорошо получалось. Как обычно, ссылки на мои любимые материалы ищите в описаниях к ролику. Там очень много интересной информации для вас написано. Ну а я в продолжении повторяю, что я не люблю чистую китайскую роспись, я люблю китайку прорисованную. Поэтому мы берем тоненькую кисточку, мы берем беленькую, красивенькую, пигментированную красочку, которая даже в тоненькую линию дает яркий, красивый белый цвет. И именно этой белой красочкой мы обрисовываем нашу китаечку и создаем из нее волшебные кружевные цветочки. Для того, чтобы вот так вот волшебно прорисовать цветочки, вам нужно минимум волшебная красочка, которая в тоненькую линию дает красивый белый цвет, волшебная тоненькая кисточка, ну и, конечно же, волшебные ручки в комплекте. В общем, как вы понимаете, совсем минимум материалов нам понадобится, а самое главное, вам нужно волшебное желание это сделать. Поэтому, девочки, даже если у вас нет волшебных материалов, просто возьмите и сделайте из того, что есть. Пускай получится у вас немножечко по-другому, но тем не менее вы хотя бы попытаетесь. Итак, цветочки у нас готовы, нужно закончить композицию.
Мы добавляем буквально парочку линий для того, чтобы привязать наши цветочки к форме нашего ногтя. Добавляем несколько белых малюсеньких листиков, они опять же добавят воздух в наш дизайн. И, конечно же, нам нужно украсить серединку наших цветочков. Несмотря на то, что у нас очень красивый богатый фон, нам все равно нужно обозначить серединку цветов без серединок, цветочки не цветочки. Итак, вот такие вот ногти у нас получились, очень красивые, почему-то у меня на них повисла куча какой-то ворсы. Об этом я узнала только тогда, когда села их озвучивать. Ну да ладно, не в ворсе дело, дело в том, что ногти получились восхитительные, клиентка прямо-таки подпрыгивала на стуле от удовольствия. Надеюсь, вам точно так же, как и мне, понравилось за всем этим наблюдать. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал. Всем до новых встреч. Пока!